Привет! Меня зовут Лена. На своем канале я готовлю полезные сладости без сахара. Сегодня я покажу вам, как приготовить аппетитные вишневые протеиновые десерты. Они воздушные и насыщенно ягодные. Их очень удобно иметь дома в морозилке. Всегда есть под рукой полезный белковый перекус. Вот какие ингредиенты нам понадобятся. Вопросы по ингредиентам и заменам задавайте в комментариях, я постараюсь вам помочь. И спасибо за лайк! Первым делом займемся вишней. Хорошо использовать замороженную, так как с нее обычно бывает много сока, а он нам тоже понадобится. Здесь 300 грамм вишни, я ее уже разморозила. Также вполне подойдет и любая другая ягода. Процеживаем сок через сито, можно даже слегка надавить, чтобы получилось как можно больше. В итоге нам нужно 150 грамм жидкости. Добавляем воды до нужного веса. И сюда же добавляем 20 грамм протеина. Размешиваем до растворения комочков. И оставляем немного набухнуть. В отдельной чаше смешаем 350 грамм мягкого творога, 12 грамм подсластителя и 1 чайную ложку натурального экстракта ванили. Тщательно перемешиваем до однородности. Получается вот такой мягкий крем. Нам нужно, чтобы он был комнатной температуры при добавлении в мусс. И также заранее нужно замочить 12 грамм желатина в 72 граммах воды. Замачиваем по инструкции, а затем прогреваем до полного растворения. Пусть желатин постоит немного, он не должен быть горячим к моменту добавления в мусс. Все готово. Начинаем взбивать протеин на высокой скорости. Здесь, кстати, легко можно использовать любую другую жидкость, не только вишневый сок. Я взяла его скорее для яркости и вкуса. Протеин на глазах взбивается в пышную пену. 3-4 минуты взбивания, и у нас получается вот такая почти неподвижная консистенция. Теперь добавляем остальные ингредиенты. При этом мы можем получить очень даже пышный мусс. Для максимальной воздушности смешивайте лопаткой аккуратными движениями снизу вверх. Для чуть более плотной консистенции просто продолжите смешивать миксером на небольшой скорости, как я. Чуть позже я покажу вам, для чего мне именно такая консистенция. И также добавляем желатиновую массу. Смешиваем до однородности. Все, осталось добавить вишню. Размешиваем. И можно разливать по формочкам. У меня давно залежались вот такие силиконовые формы. В них можно заморозить красивые шарики, как мороженое. Вот для таких формочек лучше готовить более плотный мусс, потому что когда вы будете вынимать мягкий воздушный мусс из такой формочки, он наверняка повредится. А можно заморозить эти десерты порционно в небольших контейнерах. Это очень удобно, достать порцию воздушной сладости и наслаждаться. Вот в таком случае спокойно делайте максимально воздушный мусс. Для этого, как я уже объяснила, вмешивайте ингредиенты аккуратно лопаткой. Итак, все формочки заполнены. Отправляем их в морозилку на 3-4 часа. Когда протеиновые десерты полностью заморожены, они совсем твердые, их легко достать даже из таких непростых форм. Вот так симпатично они смотрятся в креманках. И для красоты я полью их глазурью молочный шоколад. Ее рецепт уже есть на моем канале. Уже очень аппетитно выглядит. Сверху посыпаю немного сублимированной малиной. Это ярко и красиво. И листики мяты, они украсят любой десерт. Вот такие аппетитные вишневые протеиновые десерты у нас получились. Они немного воздушные и насыщенно ягодные. Их очень удобно иметь дома в морозилке. Всегда есть под рукой полезный белковый перекус.
Если вам понравилось это видео, ставьте лайк, мне будет очень приятно. И подписывайтесь на мой канал, если вы этого еще не сделали. Пока!